Всем привет! Сегодня я к вам с израильским зеленым салатом. Мы привыкли, что зеленый салат — это огурцы, помидоры, там перец с растительным маслом, а в Израиле зеленый салат — это листья кинзы, петрушки, сельдерея с множеством разными орехами и клюквой. Очень вкусный салат с потрясающей заправкой. Очень советую вам попробовать. Думаю, вы в него влюбитесь. В салате использую только зелень, клюкву вяленую, немножко грецкий орех и кунжутные семечки. И еще добавляю тыквенные семечки, сырые тыквенные семечки, не жареные, не соленые. Лук и соус. К соусу вернусь позже, чем заправляю. Я использую вот такой вот пучок петрушки, кинзы и сельдерей. Именно листья сельдерея, все стебли сельдерея, я их замораживаю, использую просто на бульон. Лук красный режу кубиками и заливаю лук горячей водой. И также клюкву. Я беру 4 горсти клюквы, просто ее помыла от пыли и тоже заливаю горячей водой на то время, пока порежу зелень. Режу не сильно крупно, но и не мельчу прям сильно-сильно. Всю зелень режу и складываю не в салатник, в котором буду подавать, а в отдельную чашечку, чтобы было удобнее перемешивать. Порезала зелень, сразу же раздавливаю 2 зубчика чеснока для соуса или 1 большой, у меня просто маленькие. И тут же беру горсть грецких орехов и немножко их измельчаю. Отставляю в сторону. Как раз луку достаточно постоял он уже в горячей воде. Добавляю буквально столовую ложку уксуса, перец. Для чего я его вообще ставлю в горячую, ой, я сказала в холодной воде. В горячей воде он у меня постоял, а холодной водой я его промыла. И для чего я это делаю? Вот вся горечь уйдет от лука. Перца добавила, растительное оливковое масло добавила, щепотку соли. И лук становится, он как бы подмаринованный. Сейчас вот он постоит даже 5-10 минут. И будет он намного-намного вкуснее, чем просто сырой лук. Сырой лук достаточно злой и не такой нежный получается. И делаю соус. Вот 1-2 зубчика чесночка, в зависимости, насколько вы любите поострее. Половина чайной ложечки горчицы. Я использую дижонскую горчицу. Небольшого лимончика, где-то четверть-треть, в зависимости, насколько кислый лимон. И оливковое масло. Наверное, миллилитров 20, вот так вот. Маленькую щепоточку, прям чуть-чуть соли. Соли много не кладу, потому что лук же я посолила уже. И он сейчас промариновывается. И хорошо вот так вот взбиваю до такой эмульсии, минутку где-то вот так хорошо, прям, но интенсивно взбиваю. Пробую, чего не хватает. Немножко сольки добавлю все-таки, чтобы вкуснее было. Осталось только все собрать. Лук вместе с соком, который он дал, кладу сюда. Чуть-чуть перемешаю. Почти всю клюкву кладу. Чуть-чуть сверху для украшения оставлю. Перед тем, как вылить соус, еще раз перемешаю, потому что он оседает из-за горчицы. Получается как эмульсия. Переливаю. Добавлю немножко перчика более крупного помола. Перемешиваю. Перекладываю в салатник, в тарелку. Вот у меня, я люблю в белой посуде подавать этот салат. Посыпаю грецким орехом. Не жалейте прям. Я и то кладу достаточно мало. Израильтяне посыпают намного больше орехами, семечками всякими и так далее. Просто каждый же делает, как у него едят в семье, поэтому я не так прям сильно много. Такая хорошая горсть грецких орехов. Тоже хорошая горсть семечек тыквенных. Щепотка кунжутных семечек. И оставшаяся клюква, которую оставляла для украшений. Все, и подаю на стол, и уже на столе хорошо ему бы постоять минут 10-15, напитаться, а потом уже перемешать вместе с орехами.
Вот такой простой, быстрый, из абсолютно вообще простых продуктов салат. А какой он вкусный. Попробуйте, вы не пожалеете 100%. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.